Вы на канале «Просто вкусно соленый». Предлагаю ванильные воздушные зефирки. Это экономно и получается их много. Такие воздушные зефирки маршмеллоу готовить просто и быстро. Одно удовольствие. Нам понадобится только 3 ингредиента. Вода, сахар и желатин. Столовую ложку желатина, 60 мг воды холодной. Слегка перемешаем. Лучше, конечно, брать быстро растворимый желатин, но если вы взяли обычный, тогда надо его будет отставить на час. В это время, пока у нас разбухает желатин, в кастрюльку мы всыпаем сахар, вливаем воду, включаем маленький огонь и все размешиваем. Очень важно в самом начале постоянно размешивать, чтобы сахар не прилипал к донышку. Нам надо приготовить такой сахарный сироп. По вкусу вы можете добавить сюда немного соли для усиления вкуса. Я люблю добавлять буквально щепотку. Немного совсем ванилина. Будет ароматное у нас маршмеллоу. Кто-то называет маршмеллоу, кто-то воздушные зефирки. Главное вот так все время помешивать. Это не значит, что надо вообще стоять над плитой вот так и не отходить ни секунды. Но вот так вот помешали, остановили секунд на 20. В это время мы поставим на водяную баню желатин. Вот, поставили на водяную баню, дальше помешиваем. Вы можете желатин не обязательно вот так на водяную баню ставить. Можно его и в микроволновке, такими маленькими короткими импульсами с перерывами разогревать. Потом доставать, перемешивать, еще раз ставить, разогревать. Буквально там по 30 секунд. То есть надо следить по чуть-чуть и перемешивать. Мне так удобно. Смотрите, здесь у меня я помешиваю желатин, а здесь слежу и помешиваю сахарный сироп. Если поставить сразу на очень большой огонь сахарный сироп, сахарные крупинки могут прилипнуть к донышку. А нам этого не надо. Поэтому мы ставим на небольшой огонь. И помешиваем, пока полностью не растворится сахар. Потом уже можно будет сделать побольше огонь. В это время у меня есть минутка подготовить краситель. Размешали. Вот посмотрите, закипело, видите? Мы так даем ему покипеть буквально 5 секунд и выключаем огонь. Теперь подготовим форму. Смачиваем ее водой, застилаем пищевой пленкой. Берите так с запасом пленку. И с другой стороны, чтобы так осталось побольше, нам надо будет еще заворачивать. И теперь мы это все смазываем маслом подсолнечным. Масло нам надо для того, чтобы ничего не прилипало. И по краям, видите, бортики я тоже смазываю маслом. Масло берите без запаха, конечно. А то потом будете думать, чем это пахнут ваши зефирки, каким-то чем-то непонятным. Еще важный момент, вот той частью, которую вы будете закрывать, тоже ее надо смазать маслом. В принципе, вот эту боковую часть можно смазать и потом. Взбивать начинаем желатин на маленьких оборотах. Вливаем сахарный сироп тонкой струйкой, все время продолжая взбивать. Взбиваем 8-10 минут, пока смесь не начнет наматываться на венчик. Ну вот посмотрите, какая консистенция получилась. Она тянется, но очень такая густая. Очень густая. Теперь все надо делать быстро. Выкладываем на противень половину где-то. Разравниваем. Если противень сильно большой, можно на всю длину не доводить. Теперь вот то, что осталось, вливаем красителя немного. И тут же взбиваем. Вот смотрите. И опять сверху выкладываем оставшееся. Делаем это все достаточно быстро, пока полностью не остыло. Смесь очень воздушная, гладенькая. Вы видите, какая она гладенькая? И теперь можно лопаткой немного подровнять. Закрываем, смотрите как. Оп! Промазываем с одной стороны и с другой немножко. Можно его так подтянуть, чтобы оно не расползалось. Видите, я хочу, чтобы оно было поплотнее. В таком виде мы поставим в холодильник на 6-8 часов. В общем, пока не замерзнет полностью. Если вы делаете вечером, то можно даже на ночь. В мисочке смешаем ложку сахарной пудры
ложку кукурузного крахмала. Достаем из холодильника наши подготовленные будущие зефирки, переворачиваем на стол. Посыпаем стол смесью сахарной пудры и крахмала. Снимаем пленку с основы. Готово. Посыпаем сверху. Нарезаем на порционные кусочки. Вот эта масса, какая она приятная, пружинистая. Ой, как тянется. Нежная. Нарезается легко, нож у меня не прилипает. Чтобы нож не прилипал, обсыпайте его сахарной пудрой. Теперь каждую полосочку я вот так еще раз обваляю, чтобы при нарезке не прилипало сильно к ножу. Когда делаешь такую вкуснятину, так просто, так быстро, и она такая красивая и яркая, одно удовольствие. Теперь мы нарезаем на квадратики. Смотрите, как они тянутся. И вот так. Оп. Посмотрите, как много их получается, вы видите? И это всего лишь с 1 столовой ложки желатина. Они держат форму, они не тают уже при комнатной температуре. Ну, конечно, если у вас останется, лучше их поставить, закрыть чем-то, чтобы они не высыхали. Можно ставить в холодильник. Но если они будут и на столе стоять, они уже форму свою сохранят. Смотрите, какая красота. С ними можно делать, что хочешь. Смотрите, я их сжимаю, а они обратно возвращаются в форму, видите? Дети обожают такое лакомство, а мы, взрослые, знаем, что в их составе. Здесь всего 3 ингредиента: сахар, желатин и вода. Их так приятно жмякать, они такие нежные, пружинистые. Это настоящий антистресс с 1 ложки желатина. В такие ванильные зефирки можно добавить ложку лимонного сока. Вам понравились такие маршмеллоу? Тогда подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до скорых встреч!